Представители знака зодиака Рыбы. Приветствую вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю. С 7 по 13 апреля. Давайте узнаем, какие же события спешат на ваш порог и с чем это будет связано. Возможно, кто или что спешит в вашу жизнь. И у кого-то это будет как информация, новость, может быть, и документ, а для кого-то другого это будет связано с конкретным человеком. Знаки судьбы. Достанем и такие карты, что вам хотят сказать высшие силы, на что нужно обратить внимание и к чему все идет. Давайте узнаем. Конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но, надеюсь, проведем с вами приятное время. Какие-то подсказки вы получите, глядя на метафору карт. Переложите свою ситуацию на эти подсказки. Карта – это энергия. И, может, просчитаете какой-то свой пазл, и он у вас сложится. По крайней мере, я на это надеюсь. Чем-то расклад будет вам полезен. Итак, карты пасьянса, старинный цыганский пасьянс, что идет в вашу жизнь. И неделя не такой большой срок. Для истории вообще одно мгновение, но для нас это период. Смотрю я, смотрите и вы, и у вас сразу выпадают пустые разговоры, мельница. Ну, не ведитесь на какие-то пустые разговоры. Начинается впустую, а потом вас затягивают. Точно вас куда-то могут затянуть, а вам туда не надо, потому что череп – это переживание, это то, чего нет в реальной жизни. Но мы тут себе такого можем надумать. Ого! А к делу это не имеет никакого отношения. Пустые разговоры, пустые переживания. Смотрим, что совпадает дальше. Благополучие. Вот и правда. С первого на второй ряд переход говорит, что реальная жизнь, она в каком-то другом ключе. У вас сейчас благополучный период. Может быть, это кто-то вас пытается от насущных вопросов несколько увести, переключить ваше внимание на что-то другое. А нет, вот ваше благополучие, то, что вы хотите осуществить, или то, что вам приятно, то, что вам нравится, те люди, которые вас вдохновляют. Вот, наверное, основной приоритет на этой неделе. И выпадает значение сердца, поэтому здесь кто-то, может быть, буквально добивается вашего сердца, знаки внимания, комплименты, кто-то пытается обратить на себя внимание или, наоборот, ну, каким-то образом привлечь ваше внимание. Тут у каждого по-своему. Возможно, это ваш любимый человек и вопросы личной жизни и любви. И тем не менее, есть какая-то тревога, я уже не буду переворачивать, оставлю лучше в значении голубя. Скрещенные мечи, извините. Это тревога. Это все вытекает из пустых разговоров, пустых переживаний, ну и, наверное, как следствие. Вот мы уже и тревожимся, сами не знаем по какому поводу, а это к делу не имеет никакого отношения. Будьте внимательны, потому что, посмотрите, сердце, а еще у вас совпадает победа. В каком-то вопросе, в каком-то деле у вас, правда, победа. Мои дорогие рыбы и рыбки, может, вам просто кто-то завидует. Вот банально я бы сказала так. У кого-то могут быть, кстати, победы на личном фронте. Почему и нет? Потому что выпадает еще кот. Это, кстати, флирт, и мы можем это к сердцу отнести. Но это еще и также хорошее настроение. Какой-то позитивный момент. Идем с вами дальше. Что нам еще расскажут карты? У вас еще совпадает значение домашнего очага, костер. И это дом, место вашего пребывания. Может быть, это вы думаете, где вы сейчас находитесь. Возможно, собираетесь где-то находиться, переезжать куда-либо по разным причинам. Но так или иначе мы можем... Это еще и наши домочадцы, какие-то вопросы мы можем обсуждать. Возможно, с кем-то вы будете советоваться. Может быть, это ваш близкий человек, кому вы доверяете. Кто-то вам, возможно, и помогает, я такое могу предположить. Но все же я должна сказать, есть и те персоны, которые вас пытаются переключить ваше внимание на что-то другое. Не
теряйте время не даром, потому что можно, да, вот как по этой мельнице, ну, буквально проболтать. Может быть, проболтать свою идею, а идею можно украсть. А может быть и, знаете как, переключить внимание на что-то совершенно недостойное вашего внимания. А у вас совпадают крайние карты, и в нашем пасьянсе мы можем сложить вертикаль и горизонталь. Так вот, у вас совпадает корабль — это исполнение желания. Поэтому какое-то желание у вас исполняется. Но это могут быть и перемены в вашей жизни. Или это может быть перемещение. Вполне вероятно, кто-то из вас задумается на этой неделе куда-то отправиться. Может быть, эти мысли были и ранее. Здесь они могут так с новой силой воскреснуть, как будто да, или вы приходите к выводу, что но нет, все-таки тут мы все разные. Это не обязательно, что это для всех будет. Вот этот корабль, он просто у кого-то, правда, может быть, документ какой-то вы получите, или правда исполнится то желание по части работы, или ваших действий, к чему вы прежде эти усилия прикладывали, а для кого-то это будет именно означать переезд. Или, к примеру, мы хотим осуществить желание, да, мы хотим чего-то добиться, понимаем, что именно здесь мы не можем, или вы именно в этой области развить свои таланты или как-то себя проявить по максимуму. И в связи с этим тут тоже некоторая перестановка, о которой вы будете думать. Возможно, собирать информацию. Но мы говорим, пустых разговоров много, поэтому здесь вас могут уводить куда-то в ту сторону, которая далека от действительности, от реальности. Запомните, тут несколько моментов, которые вот именно с этим пунктом пересекаются. Пока с вами говорила, смотрела, что у вас еще совпало, и я не вижу совпадений, мои дорогие. Поэтому мы с вами пойдем дальше. Давайте дополним картами Таро значение, что идет на ваш порог. И достанем такую карту. Что же идет на ваш порог в эту неделю? А вторая карта у нас будет называться «Кто или что спешит в вашу жизнь?». И знаки судьбы. Что вам важно знать, важно услышать, как подсказки высших сил по первому варианту и по второму. К чему все идет или что будет продолжаться? Может быть, в конечном итоге, что из этого получится и к чему все идет по вопросу, кто или что спешит в вашу жизнь. Сфера ваших достижений. Откроем карту. Денег, работы, учебы, документов. Любовь и личная жизнь. Итак, первая карта. Любовь, правда, взаимопонимание, поддержка — это карта искренних отношений, искренности. У кого-то это будет совпадать с вашим любимым человеком, у кого-то это может быть и дружба. Я могу переложить даже вот это значение искренность на какие-то контакты с персонами, которые по вашим достижениям, по работе, по учебе, по документам, ну, одним словом, всему тому, что вы задумали. Как минимум есть один человек, который готов сопереживать, поддерживать вас. Ему интересны ваши победы, он с вами искренне радуется, но, может быть, еще и помогает вам конкретно. Но, тем не менее, любовь, у вас любовь совпала, сердце, как и в пасьянсе, поэтому что идет на ваш порог? А ведь, правда, какая-то личная жизнь, ну, как обновление, или, может быть, для тех, кто семейный, меня смотрят, это взаимопонимание с вашим супругом или с вашим любимым человеком, может быть, и какие-то радостные моменты, может быть, это вы вдвоем будете уже что-то планировать, но, безусловно, по этой карте всегда что-то доброе, любимое, светлое, искреннее, надежное. Знаки судьбы. Король Пентаклей, но быть реалистом. Король Пентаклей — это тот, который сделал себя сам. Тот, который видит именно, что есть в реальности. Вот и вам знаки судьбы. Зри в корень, что называется. Не позволь себя увести от твоей темы или от того, что ты хочешь осуществить по пустым разговорам. Я ведь говорила, да, начинается с пустых разговоров, потом пустые ожидания. Ну, одним словом, какая-то пустота, понимаете, потеря времени, потеря энергии, или когда вы можете с чем-то согласиться, начать участвовать в том или ином деле и словно соскользнете со своих намерений, целей, планов. Вот здесь оставайтесь реалистом, потому что это карта самодостаточного человека, который сделал себя сам.
Оттолкнитесь от того, что вы можете осуществить. Оттолкнитесь от того, в чем вы наиболее ресурсны. И в этом практически ваш прогресс. Может быть, некоторые вопросы по части финансов вам на этой неделе тоже придется решать. Все же это у нас король Пентаклей. И здесь могут быть статусная карта, вопросы, например, с банками или с какими-то вышестоящими лицами. Ну, а иногда все же это тоже свидетельство по этой карте супругов, близких наших, может быть, и родственников, может быть, вопросы дома и жилища, все то, что я говорила. Но практика, критерий истины. Вот такая подсказка высших сил, что вам нужно знать. Как и не устроить себе какую-то глубокую философию, так и не замечтаться. Ну, видимо, это очень важно, потому что к чему все идет. В ближайшие дни, может быть, на этой неделе в конце или на следующей вам нужно будет делать выбор. Двойка жезлов, если обычно чаще это как прошлое, да, ну, где-то и в этой колоде карт нам тоже говорят, есть то, что складывалось у тебя до этого периода времени. Вот как этот человек, изображенный на карте, он вроде как шел откуда-то, и вот он пришел к этому пункту. И обратите внимание, у нас дорога была одна, а теперь их две. Нам нужно делать выбор. Это некоторая ситуация развилки на пути, направо или налево. Одновременно и направо-налево мы не пойдем. Но в данной карте нам по колоду эту прорисовал Чиро Маркетти. Мне очень нравится все его творчество в целом и все его колоды. Это так попутно. Ну так вот он очень хорошо знает символы, причем такие самые разные символы мира. Он изобразил именно эти два жезла, как бы определяя тот путь, который мы должны избрать. И подсвечивается солнцем именно эта тропинка. И вот волшебный олень, который символизирует о нашем желании, которое мы можем достичь, если мы пойдем. Не попадем в какие-то заросли, а именно пройдем по той дороге. Она ведь тоже такая, вы обратите внимание, она еще и более такая узенькая, а это кажется широкой. Почему бы сюда не пойти? Поэтому выбор какой-то вы будете делать либо в конце недели, то есть что-то будет продолжено. Вам нужно будет с чем-то определяться. Возможно, и с личной жизнью, или с какими-то вашими направлениями, судя по королю Пентаклей, а у кого-то это будет проигрываться через работу, кстати, и какие-то договоренности очень важные по двойке кубков. Причем с тем человеком, который к вам хорошо относится. Но, по крайней мере, позитивны все три карты. И это как основа какого-то вашего прогресса на будущее. Тут что-то будет продолжено. Выпадает карта императрица. Кто или что спешит на ваш порог? Тут ведь правда. Может быть какое-то судьбоносное знакомство. Я могу такое предположить для людей семейных. Если меня смотрят именно девушки, женщины, это больше олицетворение ваших энергий, безусловно. Для мужчин это важная женщина в вашей жизни. И значит, может быть, это ваша любимая женщина, или это кто-то, кто вас поддерживает, может быть, руководитель проекта, вы работу какую-то пишете, или пусть вы хотите построить карьеру, значит, я могу предположить, пусть не для всех, но для кого-то это проиграется, в виде тоже одного из руководителей есть то лицо, персона, которая вас поддерживает, которая вас видит таланты, перспективу и так далее. Ведь это тоже очень важно. То есть переложите этот нюанс на свою жизнь. Но императрица– это всегда символ нового «я». Вас, словно пространство, вселенная, вот как эти перемены направо или налево, но вы должны измениться. И не потому, что вы должны кому-то, а вы для самого себя должны раскрыть как свою миссию, выполнить свои намерения или таланты, явить миру, может быть, что-то совершенно чудесное, или написать какой-то шедевр, создать его, вполне вероятно и так, ведь творчество тоже проходит по карте императрица. И среди вас достаточно людей, тех, которые умеют переключаться на то, чего просит душа или реализовать свои какие-то планы. Конечно, самое сложное может быть и так, уйти, вот как эти пустые разговоры, уйти от давления извне. Вы люди добрые, в большинстве своем вы люди сострадательные. И где-то, с одной стороны, вот такое замечательное качество
оно вас может, тем не менее, приводить к тому, что вы можете соскальзывать на нужды, чаяния кого-то другого. Вы можете себя где-то поставить на второе место, а чьи-то намерения и цели и на первое. Поэтому вот карта вам говорит, кто или что спешит на порог. Вот эта неделя, посвяти ее себе. Может быть, и личной жизни у кого-то так, а для кого-то, как по императрицу и символ нового «я», это ваше творчество, задумка, мечта, желание. Самое время воплощать это в жизнь, и вы сумеете со всеми договориться. В данном случае вот эта дипломатия, которая проходит по аркану императрицы, ведь это статусная карта, свидетельствует о том, что для кого-то из вас, может быть, поменять имидж или договориться с вышестоящими какими-то персонами или с важными ключевыми партнерами. Через дипломатию мы получаем какие-то возможности по аркану императрица. И это для вас как что спешит буквально в вашу жизнь. Где-то мы меняем и себя, но от этого меняется еще и жизнь. Может быть, сломать о себе стереотип, мои дорогие, такое тоже я могу предположить, потому что встречают нас по одежке. Это правда, провожают уже по уму. А тем не менее, первое впечатление у людей, которое складывается о нас, оно очень сильно. И, может быть, вам уже этот шаблон достаточно надоел, и вам хочется это как переломить эту ситуацию, видоизменить. И когда мы меняем имидж, имеется в виду не что-то там глобальное, а какую-то деталь в одежде. Кто-то меняет, может быть, прическу или манеру поведения. Тут ведь много составляющих. Люди постепенно начинают к нам относиться тоже как-то иначе. И в некотором смысле это вам тоже следует учитывать, потому что мы спросили, кто или что спешит в вашу жизнь. А это символ нового «я», это вы сами, ваше обновление, мои дорогие. Карта еще одновременно безграничных возможностей. Знаки судьбы, да, то есть вот какая-то работа, может быть, и над собой потребует времени. По семерке Пентаклей нам еще и говорят, что вы уже многое сделали, и вам придется, может быть, какой-то путь пройти вот так, удерживая заданные позиции. Куда-то вам не спешить, подмечать, что происходит вокруг. Возможно, вам придется еще что-то изучать или дожидаться каких-то документов. По крайней мере, семерка Пентаклей, она отчасти может говорить о том, что вы так сделали очень многое. Вот как эти пентакли, ведь было посажено когда-то это дерево, правда? То есть усилия были приложены. Но раньше какого-то срока. К примеру, вы ждете документы, есть четкий регламент. И пока мы не пройдем этот регламент или период ожидания, мы тут вряд ли что-то убыстрим. Или вы что-то изучаете. Вы хотите, опять же, изменить свою жизнь, пока вы до конца что-то не изучите или не станете каким-то специалистом, например, да, не пройдете курсы, не закончите, может быть, учебу, я такое тоже могу предположить. С места в карьер мы тут не прыгнем. Поэтому, ну, какой-то еще период вам нужно именно сохранять как и свои мечты, так и медленно, но верно идти вперед. Идти вперед, и имеется в виду не полный стопор, мы сели и ждем. Нет, мы все-таки что-то предпринимаем. Но это не значит, что мы тут на 180 градусов развернулись и что-то переделали. Конечно, нужно оценивать правильно, чтобы не было пустых ожиданий, не было пустых надежд. Но если дело действительно того стоит, то напоминайте себе, добрые дела наспех не делаются, а у вас что-то основательное стоит на кону. Давайте узнаем, к чему же все идет. Вот посмотрите, как здесь нам сказали двойка жезлов, да, ты будешь делать выбор. И очень символично тройка жезлов. Тройка жезлов – это уже карта будущее. Это уже, видимо, тот человек, который вчера был вот на пороге или перемен, или вот на этой развилке. Он выбрал правильный путь, и вот теперь буквально последние штрихи, опять же, со спины, обратите внимание, показывают человека. То есть уже есть какое-то прошлое, куда не стоит оборачиваться. Или проделанная какая-то работа. И в тройке жезлов человек ждет, пока вот этот корабль, один из символов Меркурия, или вот это желание, да, корабль, он у вас совпал в пасьянсе, зайдет в гавань. Но пока он ожидает, он как будто анализирует, все ли он взял с собой в будущее. Вот какие-то такие очень важные моменты, темы, они и лично вас касаются, и одновременно сферы ваших достижений и денег. Вот я это вижу в этом именно
ну, практически весь наш расклад. Может быть, для кого-то и тема доверия или тема любви тоже может пересекаться со всем тем, что мы называем благополучием. Давайте посмотрим, ну, то, что продолжение следует. Обе карты вам как раз об этом. Сфера ваших достижений. Ну вот, наверное, не случайно нам выпадает карта «Отшельник», девятый аркан и девятка по нумерологии, ведь это тоже перемены между прошлым и будущим. Вам никто не мешает. Важно не помешать себе самому на что-то не то согласившись. Или не начать, ну вот как метаться, да, не перепрыгивать с одного на второе. Быть верным самим себе. Потому что отшельник– это философ, это мудрец, который точно знает все ответы на самые, может быть, и патовые вопросы. И ваш знак зодиакал– это символ мудрых людей. Но будет еще какой-то путь следовать, который вам нужно пройти именно в одиночку, надеясь на самого себя. Может быть, все события, которые с вами произошли в предыдущий период или то, что будет разворачиваться в эту неделю, они как раз вас будут приводить к тому знаменателю, когда я теперь сам должен научиться рассчитывать на себя. Или если это связано буквально с переездом, такое иногда тоже бывает, и вам выпадает семерка пентаклей, тогда обе карты вам будут говорить, да, какой-то переезд состоится, но это не будет быстро. Отшельник идет вперед, он не стоит на месте, но он идет медленно. Ему это необходимо, потому что он должен осмотреться. Он ступает осторожно, но уверенно. И вот этот фонарь, который всегда в руке отшельника, по преданию, это интуиция. И он включается в нужный момент. А вы люди интуитивные. И мы видим, фонарь включился, и змея на дороге. Поэтому тут нужно быть и осмотрительному, опять же, надеяться на самого себя. И это все то, что касается ваших планов далеких, ну, может быть, и поближе. Ну и того, что хорошие дела наспех не делаются, правда, подтверждает это где-то карта, вот эту семерку пентаклей или, ну, некоторую осторожность, может быть, даже и заминку. Она вам необходима. Вам буквально время сейчас, ну, как играет на руку, оно вам помогает, мои дорогие рыбы и рыбки. Поэтому не бегите впереди паровоза. И это сфера достижений, денег. Здесь где-то нужно научиться просчитывать, может быть, и быть в некоторых вопросах расчетливым. Почему нет? Иначе мы в просак какой-то попадем. Но вот сфера достижений денег требует вашего внимания. А сфера личной жизни может, кстати, говорить о смене статуса. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть, сообразно возрасту и вашему желаниям, намерениям, вы ждете ребенка. Для кого-то личная жизнь, как предложение руки и сердца. Это не для всех, но для кого-то это может проиграться. Либо вам делают, либо вы можете так же делать. У нас ведь пара выпала, император и императрица. Но для кого-то статус может быть не обязательно через любовь, а когда вы хотите осуществить какое-то свое намерение, и у вас это получится. Возможно, на этой неделе вы получите еще и важный какой-то документ, который будет вам придавать большего статуса, уверенности. Возможно, это сертификат, курсы, которые вами пройдены, может быть, и некоторые дипломы. Ну, то есть по аркану император это всегда проходят инстанции, какие-то важные документы. И вот чем-то подобным вы тоже можете заниматься. И в конечном итоге это и вы можете быть как в роли этого императора. То тогда карта император вам дает совет. Будьте мудрыми императорами. Для того, чтобы достичь какой-то главной цели, вам придется не раз корректировать мелкие планы. Но возможности уже на этой неделе более чем прекрасны. А еще что-то вас порадует, мои дорогие рыбы и рыбки. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.